Ну, вы уже, конечно, слышали новость, я ее даже успел обсудить в соцсетях у себя. Надежда Савченко стремительно из героини, как и предвещалось, превращается во врага. И делается это руками всяких гадских маргиналов, наподобие советника министра МВД Антона Геращенко. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко привел доказательства связи бывшей военнослужащей страны и властей самопровозглашенных республик Донбасса. Речь идет о письмах, которые Савченко якобы писала российской активистке Марии Каледе, побывавшей в плену у СБУ. Вот эти послания. Ну и вот это нелепое существо, которое обсмеяло уже полмира и которое добилась того, что полмира настроено теперь против Украины. Я имею в виду такие влиятельные организации, как ООН, ОБСЕ и ряд организаций по защите прав журналистов. Из-за дебильного абсолютно сайта «Миротворец» вот это существо сделало такое заявление. Почему Надежда Савченко делает иногда очень странные заявления? Ответ на этот вопрос. Похоже, найден волонтерами проекта «Миротворец». Оказалось, что Надежда Савченко, находясь в заключении, вела переписку с представителями террористических организаций ЛНР, ДНР. Так, в октябре 2014-го она написала письмо российской террористке Марии Каледе Грамотей. Вот, подробности там-то, там-то. Призываю волонтеров. Короче, они якобы вскрыли почтовый ящик. Почтовый ящик они вскрыли, а в почтовом ящике обнаружили вот эти вот письма. Но не электронные письма, понятно, а фотографии писем реальных. Ну, и он немножко сел в лужу сразу же, сходу, с лету, потому что эти письма уже были обнародованы год назад. Давайте сравним тень. Вот, того, что опубликовал Геращенко. Видите, тень какая? Теперь перейдем сюда и посмотрим здесь. Ну, это та же самая фотография того же письма. Но опубликованная год назад Новой газетой российской. Антон Геращенко сел в лужу, и ему, в общем-то, не привыкать. Но если этот герой невидимого фронта, советник лучшего министра в истории Украины, хочет кого-то загробастать за связь с ДНР, ЛНР, я ему могу дать несколько наколок, как выражаются в блатном мире. Наколка number one. Вадим Черныш. Посмотрите-ка. Вадим Черныш является министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. И он заявил, что уголь с оккупированных территорий поставляется на территорию Украины. И в том числе он обеспечивает нас, этот уголь, электроэнергией. Вот эта свинья Антон Геращенко, вот он же его должен арестовать срочно, этого министра. Причем завтра, сразу с утра, отложив хот-доги, он должен отправиться в министерство и арестовать министра. Потому что однозначно, если закупается уголь в так называемых ДНР, ЛНР, это явно указывает на то, что министр общается с представителями террористических организаций. Арестуй его срочно! Да ви ж подивіться, який зухвалий цей министр. Он сообщает об этом. И украинские СМИ об этом сообщают. И почему-то никому не придет в голову, что вот это вот как раз и есть прямое свидетельство общения с представителями ЛНР, ДНР. Арестуй, арестуй. Более того, наколка номер 2. Можно арестовать экс-министра Демчишина. Демчишин признался, по какой цене Украина покупает уголь в ДНР. Да ну ладно, быть такого не может. Быть такого не может, наверное, переврали. А если не переврали, то Антоха, как только арестуешь того министра, срочно ищи вот этого экс-министра. И тоже бери его прям потными руками, сжимай прямо, понимаешь, и тащи в темницу сырую. Потому что он общается с представителями террористических организаций. Наколка номер 3 тебе, Антоха. Ми визначилися сьогодні, що на одне з комунальних підприємств покладемо завдання, і сьогодні поставляється вугілля з тимчасово окупованої території. Ми готові, власне, через комунальне підприємство завести звідти вугілля. А что это за мужик? Собирается завозить уголь из неподконтрольных Украине территорий. Ну понятно, как это собирается завозить. Значит, покупает, спонсирует террористов. Меня просто от возмущения, у меня даже слова, понимаете, проглатываются. Спонсирует террористические организации. ЛНР, ДНР спонсируют. Вяжи его, держи срочно. Но он, правда, говорит, там есть какие-то проблемы. Тільки є проблема, де його складувати. Это что, вся проблема? А покупать уголь у террористических организаций это не проблема, нет? І проблема, як його доставляти. Ну, але це будемо вирішувати.
Ну, я думаю, его срочно надо арестовать. Срочно. Этот мужик является не просто мужиком с бородой. Это глава Донецкой областной государственной администрации. Понятно, украинской, да? Вот этот мужик. Срочно его хватай. Не дай ему уйти, Антон, срочно хватай его. Как раз таки дело можно серьезно сконструлить, потому что это же как раз таки, это же серьезный чиновник. Но еще наколка номер, какая уже? 4. Наколка номер 4. Ты можешь арестовать сына министра Авакова, потому что сын министра Авакова нарушает закон. Ты же любитель арестовывать тех, кто нарушает закон. Так вот, сын министра Авакова сидит в нелегальном казино, играет. Это давняя история, это уже баян как бы. Но ты ведь как-то по-другому к этому отнесся. Антоха, вот тебе задали вопрос по поводу сына министра Авакова. А что ты ответил, ты помнишь? Они просят вас прокомментировать видео с сыном Авакова, где он играет в покер. Да, я думаю, что многие из нас видели, наблюдали, вот как это происходило. Вот ваши комментарии по этому поводу. Это вот как? Спецоперация, направленная против семьи министра внутренних дел? Или все-таки желание показать обществу определенные моменты, да, вот связанные с семьями наших чиновников, министров и политиков? Смотрите, знаете, я когда увидел эту видеозапись, конечно, я не приветствую такой, скажем так, образ времяпровождения. Допустим, если бы я, скажем так, на своем был бы месте, то я, например, не играю в карты, это деньги, и нет такой практики. Но у каждого человека своя жизнь, и он может ей распоряжаться так, как он может ей распоряжаться. Это не его личное дело, Антон, потому что он находится в заведении, которое официально запрещено в Украине. Что касается этой видеозаписи, я, естественно, уточнил, как была сделана эта видеозапись. То есть мне стало интересно, это сделал клуб? Нет, это сделал не клуб. По имеющейся информации от владельцев данного клуба, туда прошли люди, которые представились, значит, специалистами разного рода электротехнических служб. Что ты несешь, Хороняка? Ты что, совсем плохой стал? Нелегальные казино запрещены. С каким владельцем, какого заведения ты общался? С владельцем заведения, которое запрещено в Украине, с владельцем заведения, которое находится вне закона? Так пойди пообщайся еще с владельцами. Наверное, общается с владельцами там наркопритонов каких-то. Антон Геращенко, ты что, сумасшедший? Цель, ну, как вы понимаете, противозаконная, поскольку закон разрешает следить лишь за теми, кто нарушает закон напрямую. А в рамках закона получается разрешение суда, и, соответственно, за таким человеком можно следить для того, чтобы предотвратить преступление, раскрыть преступление. Ну, заснимать про то, как сын министра внутренних дел играет в покер, цель тут была другая. Так, возможно, снимали как раз таки для того, чтобы предотвратить преступление, потому что оказание незаконных игровых услуг, это является, а законами они быть не могут на территории Украины, это является преступлением. Откуда вы нашли такого советника министра? Мы заходим на канал Министерства внутренних дел и слышим там о том, как казино закрыли. Как он там, просто в покер поиграть, да? Ты не можешь просто поиграть в покер. И сын министра не может просто поиграть в покер. Потому что если можно просто поиграть в покер, то какого же ляда вы закрываете вот это вот, к примеру, казино? А? Там же просто в покер играли. Казино. Гравці мали змогу пограти там в покер. Откройте его назад. Ну что это такое? Отыграйте назад. Откройте казино. Там люди просто играли в покер. Возможно, сын министра приходил просто поиграть в покер. Просто проиграть 100 тысяч, к примеру. Ну, каждый человек имеет право проиграть 100 тысяч, особенно если он сын министра. Проводять заходи щодо боротьби з гральним бізнесом. Так, з початку заходів працівниками управління ліквідовано 65 таких закладів. Теперь послушайте этого короля логики. А с другой стороны, ну, это показывает, что нам еще очень далеко до Европы. Потому что в европейской стране или в Соединенных Штатах Америки подобного рода запись была бы поводом для целого рода разбирательств внутри специальных служб. Например, в 1973 году в Соединенных Штатах Америки в отеле Watergate была обнаружена группа лиц, устанавливающих прослушки в офисе Демократической партии. Кстати, это привело к тому, что оказалось, что это ставилось по заказу президента, главы Республиканской партии. Вдумайтесь, это которая защищает сайт Миротворец, который является его еще и там куратором сайта, на который выкладываются личные данные людей, чья вина не доказана и близко не доказана по суду, смеет свой род
раскрывать по поводу Уотергейтского скандала и говорить, что вот если бы в цивилизованном мире мы так далеки от Европы, мы так далеки от Соединенных Штатов, в Соединенных Штатах ты бы давно сидел, дружище, и соседом бы твоим был прекрасный афроамериканец, который занимался бы твоими двумя беленькими подушками. И Никсона, все это привело к его импичменту. Ну, в нашей стране мы привыкли переживать и не такое. У нас были случаи, когда президент в своем кабинете говорили, что нужно каких-то журналистов выкинуть, так сказать, снять с него штаны, отдать чеченцам, а потом похищался журналист Гангадзе, его тело находилось без головы. Логика Антона Геращенко. Он рассказывает о записях майора Мельниченко. Но по его же логике майор Мельниченко не имел права записывать базары Леонида Кучмы, потому что это незаконно. Резюмируя, я уверен, что руками вот таких вот подлых, гнусных людей еще не раз попытаются замацать грязью светлый лик Надежды Савченко. Мы должны реагировать на это соответственно, мы должны понимать, откуда ветер дует. Со своей стороны в Facebook я написал, что очень надеюсь на то, что Надежда Савченко, единственный мужик в Верховной Раде, встретив вот этого вот героя где-нибудь в кулуарах, пробьет ему хорошую двоечку в пузо.